Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня пчел в кадре не будет. Сегодня хожу я по полям, по своей округе. И смотрю перспективы, радужные и нерадужные. Это подсолнух у нас подрос, сейчас его хорошо видно. И видно, что с этой стороны один подсолнух. Вот люди меду хапанут. Но дело в том, что наши пчелы сюда вряд ли достанут. Взял я программку, да по карте, она в интернете есть, легко ее можно скачать. Так вот, к этому полю 2900, 2,88. Это не продуктивный лед, потому что продуктивный лед пчел до 2 километров, а здесь 3. Это значит, что пчелы, конечно, сюда на подсолнух достанут. Но дело в том, что они слишком много будут тратить меда на дорогу, и медосбор будет ерунда. Что-то принесут, конечно, себе для зимовки. Обидно смотреть. Один подсолнух. Вот сколько зеленеет. Это все подсолнух. Это поле с соей. Но это уже не наш. Вот сейчас я стою на точке. Программка показывает. Ну, я, в принципе, и так знаю уже все свои поля, все свои репры. Это как раз 3 километра до моей пасеки. Вот это крайняя точка, куда могут доставать пчелы. И тут между 3 километрами и моей пасекой поле подсолнуха, и оно, как правило, 2 километра. Вот. Так вот, это крайняя точка, куда могут вообще пчелы достать. Вот. Но они отсюда меду не принесут, с этой части поля. Вот. А принесут они аж из того края, то есть то края от меня ближе, будет продуктивный лед. То есть на пол поля они могут летать. Не все поле будет захватывать, а на пол поля. Это радует, это хорошо, это радует. У нас обычно подсолнух зацветает 10-12 июля. В этом году год холодный, вижу, будет позже. Надо наведываться понемножку, смотреть, потому что сейчас погода нестабильная. Когда холодно-холодно, потом резко тепло, то растения выгоняются буквально за считанные дни. Можно не угадать с подготовкой пчел к взятку. А чтобы пчелы взяли подсолнух, их надо к этому делу готовить. Вовремя сделать разгрузку гнезда, нарастить силу семей, так, чтобы они находились в самом своем пике развития, и они бы уже зароились бы давно. Вот. Но мы же им не дали зароиться, потому что сделали разгрузку гнезда, а ее надо сделать за 2 недели до того, как зацветет подсолнух. Надо угадать с этой датой, потому что если сделаете раньше, то разгрузка все равно изроятся, потому что разгрузка она только на 2 недели. Вот. Зарояться будет обидно, если сбежит рой перед самым подсолнухом. Вот. А если сделаете позже, то семья не успеет зайти в свой пик. И что такое семья, готовая к медосбору? Это семья, которая имеет 20-24 рамок пчел и полный комплект расплоду. Ну и, соответственно, обширный улей. На подсолнух надо улей больше, чем 20 рамок, потому что 20-рамочные улья на подсолнух не годятся. На подсолнух надо минимум 27-30, а то и 35 рамок улей. Так вот надо считать и магазины, и гнездовые рамки, чтобы взять ударный подсолнух. Если, конечно, погода нам позволит собрать подсолнух. Если подсолнух будет не гибридный. Вот. Так что в этом году, даст Бог, может быть. Загадывать не будем наперед, но подсолнух вроде засеяли. Сейчас пойдем еще на одно поле, посмотрим, что там засеяно. Но с этой стороны вроде они подсолнух возьмут. Вон, видите, полоса. Она через 2 километра. Сейчас по программке точно посмотрю, сколько, скажу. Вот здесь пчелки наши могут попастись. И вот эту работу надо делать обязательно. Осматривать медовые угодья. Потому что если нету медовой базы, то пчелам не будет откуда собирать мед. И значит, все пчеловодство надо перестраивать по-другому. Потому что если у вас нету меда, надо смотреть по ситуации, что делать дальше. Потому что нету меда, если нету медовой базы, совершенно как в этом году. Вот у нас холодно. Мы не собрали ни акации, малины там немножко собрали, но не так, как в прошлом году, намного меньше. В общем, нифига нету. Липа сейчас цветет, с нее тоже нифига нету. Сейчас вот дожди зародили на 3 дня, пчелы не летают. В общем, семьи опять встают на стоп-кран, потому что медовой базы нету. А если нету медовой базы, то в принципе в пчеловодстве и заниматься нечем, потому что медовая база это основное для пчеловодства. Без медовой базы будете заниматься разведением пчел, то без медовой базы пчелы, семьи встают на стоп-кран, они не нарастают. То есть что? Пчел у вас не будет. Хотите заняться воском, тоже без взятка пчелы воску не выделяют. Вот сейчас вощины я им наставил, они ее
очень паскудно тянут, потому что что? Нету медовой базы, потому что овощину пчелы тянут только когда есть принос меда. Если у них нету расплода, то они не летают и за пыльцой, то есть с пыльцой тоже ерунда получается. В общем, что осталось? Моль разводить, прополис ковырять, маточное молочко. Вот. Все, что можно заработать на пчеловодстве, если у вас нету медовой базы. На это, понятное дело, копейки. Ну и маток можно разводить. Хотя матки, когда нету медовой базы, тоже очень плохо облетывается, очень много потерь. Забивают маток после облета, я уже показывал. И в этом году такая вот ерунда. Нету медовой базы, и матки плохо облетываются. А матководством можно заниматься, в принципе. Там искусственно их подсадить. На сиропчики будут матки облетываться. Вот и все, больше нечем заниматься. Поэтому ходите, смотрите перспективы, как я сейчас. Потому что год этот плачевный для пчеловодства, для нашего. Куда идем мы с пяточком, идем за меду мы. Парам, тарам, парам, парам. И фиг на морду нам. Вот пятнышко мокрое, видите, дождик маленький шел, попадал на листья, на стебли. По стеблям опускался вниз. И получился вроде как капельный полив. Какое умное растение этот подсолнух. Сами себе организует полив. Хитрое до невозможности. В общем, посмотрел я от моей пасеки вон до той полосы. Моя пасека вон за той полосой. Вот. Километр 750 метров. В общем, вот этого поля они будут брать эффективно 250 метров с той стороны. Ну, хотя бы так. Это мы оттуда пришли, а это наше ударное поле. Вот это и вот то, которое там за той полосой. Туда еще надо сходить. И видим, что тут соя. Или, сказать по-другому, сосите лапу. Пролетели. Так, ну надежда еще на то дальнее поле. Пойдем туда. Джекпот! Это наше второе ударное поле. И в этом джекпоте мы нифига не выиграли. В общем, ставка не сыграла. Тут пшеница, то ли рожь, как-то кусками не поймешь, что она тут растет. Тут с краю точно пшеница, а туда дальше вроде не оно, вроде что-то другое. Так что перспективы не ахти на этот сезон подсолнуха. Обидно, конечно, ну что сделаешь. В общем, дорогие зрители, почитатели и хейтеры, видео сегодня получилось, конечно, печальное. В общем, смотрел статистику. В этом году, по сравнению с прошлым, у нас количество пчелосемей по стране уменьшилось на 6%. Ну, пчеловодов, понятное дело, выбили. И самое главное, медоносной базы у нас нет. Никто за ней не смотрит, а без медоносной базы пчелы не живут. И все бы плохо было, совершенно плохо. Джекпота не случилось. Но тут, возвращаясь домой, обнаружил я 12 гектаров подсолнуха. А вот там вот хатки, там моя пасека. Вот тут, где я стою, это 100 километров до моей пасеки. То есть там практически пасека у меня стоит в этом подсолнухе. Так что джекпот все-таки в этом году мы сорвем. Аж отлегло от души. И подсолнух такой юный, явно позднее посеянный, чем тот. Поэтому они немножко там возьмут, немножко тут попозже здесь подсолнух будет. Но не факт, что это, конечно, не гибрид, радоваться не надо раньше времени, потому что наши деятели могут посеять такой гибрид, что на него пчелы летать не будут. Но тем не менее, 12 гектаров под самым носом у нас есть. И с учетом того, что все пчелы в нашей деревне уже повыздыхивали у всех, я там практически самый главный пчеловод. Так сказать, эксклюзивный. То можно сказать, что это все мое. Ёлки-палки, неужели в этом году мне повезло? Повезло, наверное, если не гибрид. И вот на этой радостной ноте будем и заканчивать видео. Кто смотрел, обязательно лайк, потому что я очень жаден до лайков. Не забываем и не забываем передавать привет моим мохнатеньким чудовищам, потому что я уже расстроился. Думал, в этом году подсолнух в пролете. А он есть 12 гектаров. Ла-ла-ла. Все, побежал я домой радостный. Надо готовить семьи к подсолнуху. Такие есть у нас работа.